Я так рада тебя видеть, и видеть твои прекрасные светящиеся от счастья голубые глаза, и ты за это время стала мамой. А как у тебя теперь будет твоя новая фамилия? Там такая фамилия, я ее с трудом до сих пор с Давай. ошибками. По-русски она Ван Остойс. То есть она какая-то даже с вот приставкой «ван», вот это, да? То есть какая-то Да, такая, но она не приставка, она вошла уже в фамилию, то есть она у него слитная стала. Ну вот она такая очень, да, там, с неблагозвучная. хорошим, серьезным намеком на аристократичную Да, отличность, понятно. пусть, То есть да, пусть будет. сын у вас это маленький, как этот, королевич по-русски, да, этот граф. Ну вот расскажи, Лен, да, как это вообще все было у тебя? Ты пришла в третью группу, да, вот 2013 год. Вообще, где и когда ты меня нашла? Мне пришла рассылка, там было много разных интересностей, и вот среди них меня зацепила именно твоя, что помогу, подскажу, как-то вот я не помню фраза, возможно, вот так и было, успешное замужество. Ну, там какая-то такая была, знаешь, коммерческая фраза, так скажем. Ну, то есть она меня прямо зацепила, я думаю, а дай попробую. И все, и пошло бесплатный вебинар, потом думаю, так, надо переходить на более серьезный уровень, там платный вебинар, и, по-моему, я сразу пошла на какой-то хороший тренинг, что-то там такое вот с личным, потому что мы же там в малой группе и прямо лично каждый день общались с возможностью обратной Индивидуально. Мгм. связи. Это как раз и есть этот коучинг «Успешное счастливое замужество». Вот, Он вот, у меня в 2013 году вот только единственный, то есть я и рассказывала систему, собственно говоря, как я с мужем со своим познакомилась. Помню, да, ты говоришь, что с мужем познакомился еще во время тренинга. да, это как-то как сказка какая-то. Ну, рассказывай, как это все было. У меня чуть-чуть другая история. У меня больше история Золушки. Я из очень бедной семьи была, то есть этот тренинг мне дался очень большими деньгами. Хотя, казалось бы, была очень доступная цена, но мне это тогда стоило, ну, там практически половина зарплаты. То есть вложения, которые сейчас для меня, это просто, это сейчас, оглядываясь назад, понимаешь. Тогда, конечно, было очень сложно решиться даже, казалось бы, на небольшую сумму. Ты же вроде как бы была из Ижевска, да, изначально, Да, то я из есть Ижевска. И я была как раз в момент переезда в переезда в Москву. Москву. Меня пригласили по работе, повысили. Так вот, в Москве я жила в комнате в двухкомнатной квартире с 3 девочками. В комнате у меня было 8 квадратов. То есть спальный, даже не кровать, я бы Уголок. сказала, раскладной диван, письменный стол и шкафчик. Все. Вот я так жила, и в момент встречи вот этого моего мужчины я просто поверить не могла, что тебя могло во мне заинтересовать. И мне не то, что предложить нечего, я просто... Я такая думаю, что, знаешь, вот это ощущение, что сказка какая-то, и при этом все, он еще и меня потом добивался, потому что мне было как-то неинтересно, мне казалось, что, ну нет, ну он какой-то несерьезный, да как он может вообще на меня внимание обратить, пока он там просто каждый день не приезжал за мной и не увозил меня на работу, там я точно знаю, что это ему очень сложно давалось, он трудно просыпается, причем он работал с 9, я с 8, то есть он выходил на работу на час раньше для него, только чтобы увезти меня. То есть Это при всем, он что тебя отвозил на работу и привозил с работы? да, я не жила у него, то есть я 2 месяца дажечки, то есть у себя дома, вот в этом своем вот 8 квадратов, ну я, естественно, его не пускала, никогда не пускала, и он таки не знает, как я жила. Меня, конечно, просто поразило, и это при том, что он приезжал домой в 9, и его забирал водитель, то есть он ездил с водителем, там крутой топ-менеджер. Я вот с утра увозил меня на работу, ну, чтобы просто провести со мной какое-то время. Они не могли найти других каких-то возможностей видеться каждый день. Молодец какой. То есть прямо добивался при этом при всем. То есть история отличная, отличная от твоей. То есть Ты прям я познакомилась с ним прям внутри коучинга, да? То есть у нас коучинг шел, а ты уже с ним познакомилась, да? Вот, и это на сайте, да, получается? да, на сайте знакомств. Конечно, я общалась много, где-то, наверное, человек 20, с кем я общалась в тот момент. Мгм. Но он был единственный после начала тренинга, с кем я еще встретилась.
То есть первый и единственный. И сразу вот как-то все пошло, и все, и у меня больше не успела. Единственное, я, конечно, думаю, он жил в тот момент в Москве, и это, конечно, могло сыграть свою роль, что я общалась еще, ну, 2, наверное, 3 было интересных, но они далеко, и пока вот они там доедут, я доеду, это все, он уже полностью закрыл все мои горизонты, просто помимо финансовых возможностей, которые в тот момент, наверное, были для меня в первую очередь. То есть я сейчас четко себе отдаю отчет, что завоевал он меня точно не этим. То есть я в тот момент была настолько непродажным, настолько для меня ощущение мужественности, ощущение защищенности именно мужской силы было намного ценнее, чем финансовые блага. Потому что я уже, знаешь, в Москве где-то через 2-3 месяца уже тихонечко начала вставать на ноги. Да, я жила, может быть, как-то не очень комфортно, но у меня были финансовые возможности не жить ущербно. То есть я жила нормально, я не нуждалась вообще ни в чем, и, в общем-то, точно не была бы готова к отношениям только за деньги. Это абсолютно исключено. А вот смотри, я знаю, что, тем не менее, вы познакомились в Москве, но муж у тебя немец, да, вот, и он... Он не немец, он у меня бельгиец. Бельгиец. Да, он просто по работе попал в Германию, в Дюссельдорф, и мы здесь оба живем на таких правах, как экспаты. То есть мы оба не говорим на немецком, я учу, но мне сложно дается, потому что дома мы все равно общаемся на английском. Окей, я тебя поняла, потому что... окей, то есть и он, по сути, как экспат, да, работал в России сначала, да, в большой вот серьезной компании топ-менеджеров, и вы жили в России, как мне кажется, год, да, а потом вы переехали... Чуть больше, 1-1,5, из которых вместе мы жили полгода только, то есть мы год жили отдельно, я не спешила переезжать, то есть муж он там... хотел тебя пораньше к себе перевести, вот как-то предлагал? Он предлагал, но мне было все время на его территории некомфортно, потому что там у него есть 2 ребенка от первого брака, то есть очень много занято территорией дочками было. И много было вещей бывшей жены. Я не имею никакого отношения к разводу, он развелся за год до встречи со мной, то есть чисто никак не участвовала в этом процессе, но было ощущение, что была здесь женщина до меня, то есть женские вещи, какие-то вещи, которые там дезодоранты, она не забрала с собой. И, ну, знаешь, чувствовала, что территория не готова ко мне. И я попросила его поменять жилье, переехать, чтобы это уже было наше жилье, и только тогда я вот была бы готова с ним жить вместе. Умница, да. И вот у него закончился контракт, да, поэтому вот где-то год примерно прошел, мы встречались на разных территориях, и закончился контракт, он поменял жилье, и мы вместе уже выбирали жилье ближе к моей работе, к его работе посередине, и уже там уже вместе жили. Классно. А потом, собственно говоря, его перевели в Германию, да, и вы вместе, как бы ты уволилась, да, или как-то перевелась? Да, я уволилась, и на самом деле это было такое сложное решение. Я думаю, что вот мы сейчас, оглядываясь назад, понимаем, что вот оно и было решением, когда мы решили, что мы семья. То есть рассказывала я тебе, не рассказывала, что он был против детей? По-моему, не рассказывала. Наверное, не рассказывала, но он очень, я помню, что у него... были такие вот определенные предубеждения после его первого, да, брака. Очень сильно. И он очень достаточно был, то есть вот понятно, что он любил и ухаживал, все, но как-то вот принять это, понять, да, впустить ему это было крайне сложно. Вот такой он мне достался немножечко боязливый отношений, безумно боязливый детей. То есть, в общем-то, он мне жестко и безоговорочно говорил: детей я не хочу больше вообще. И я как-то это все так медленно перерабатывая, то есть пойдя с ним на шаг переехать в Германию, он начал со мной говорить о детях. То есть для меня было решение сменить страну, для него было решение вот переломить себя, что да, снова семья, снова маленькие детки, снова вот начинать вот такую молодежную немножечко жизнь. То есть он уже так хотел пенсионерскую жизнь, отдыхать, никаких детей, играть в гольф. Но он вообще очень молодо выглядит. То есть я бы даже, в принципе, вот не сказала, а сколько мужу лет? У вас есть разница? Ему 43, у нас 12 лет разницы. Может быть, еще это меня оттолкнуло первое время. Мне казалось, что разница большая. Я чувствовала ее как взрослый дядька. То есть вот это вот ощущение... А тебе сколько было лет тогда, Лен?
Я вот не помню. Мне было 28, ему 40. Угу. У меня, во-первых, не было таких отношений с такой разницей в возрасте. Еще мне казалось, что он там попользоваться хочет, знаешь, какие-то вот эти вот женские штучки, что я так осторожно все к этому относилась, все так очень-очень долго так не принимала ухаживаний. Так, ну ладно, я с тобой поужинаю, но никаких там подвозить меня домой, я сама уеду там. У вас малышу сейчас мальчик у вас, да? Да, мальчик 11 месяцев. Вау, То есть скоро будет этот. 1 ноября годик. Вот. И я на самом деле после вот этого ребеночка, он мне сказал, что ну теперь точно ведь все. Дальше же мы точно в гольф играем, отдыхаем, путешествуем, там яхту покупаем и катаемся по миру. И я так, да, конечно, милые, но про себя думаю, если я захочу, ну, мой любимый мужчина, в общем-то... Тоже захочет поддерживать. Хорошо, то есть вы, грубо говоря, потом через 1,5 года переехали в Дюссельдорф. И сейчас вы в Дюссельдорфе уже сколько получается? Года 2-2,5, да, живете? Почти 3 года, да. Классно. Есть. Почти 3 года, в сентябре, в октябре у нас будет 3 года, в конце октября. Ну вот мы уже, да, тут я не ставлю себе здесь точное место жительства, потому что он у меня такой экспатский, он айтишник, и, конечно, вероятность очень велика, потому что обычно 5 лет, 5-6 лет, и... Переводят куда-то, да? Что-то, какие-то новые контракты, да, уже этому месту не нужен такой узкий специалист, он дорогой узкий специалист, и поэтому так получается, что чаще всего они пытаются найти какой-то другой контракт, новое место. Я к этому морально готова, мне даже это нравится очень, ну, это да. Как-то так прикольно. Интересно. Ты видишь, как бы из Ижевска в Москву, из Москвы в Дюссельдорф, да, тут еще там, и еще потом, да. Есть возможность все-таки выбирать, он ни за что не поедет, если я буду против, то есть даже не рассматривают такой вариант. Лен, а вот вроде как ты знаешь, вот тебя сейчас слышишь, думаешь, вот молодец, девчонка, шла, услышала, встала, пошла, делала, а вот все равно же, ну, есть какие-то вот внутренние сомнения, бывают какие-то, может быть, барьеры, вот что ты знаешь, что-то такое, что, может быть, казалось бы, вот сложности. Я помню, что мне очень сложно давалось физически. Я же это все делала ночами, потому что днем работала с 9 до 9. Вот в 9 прибегала. Сразу начинался у тебя вебинар. То есть час-два мы еще и задерживались, а потом фотографии разъясняли, разбирали. 12. То есть, соответственно, после 12 сажусь в онлайн, там корректирую фотографии, корректирую анкеты, отвечаю на сообщения. Время час, два, 3, 4, ложусь спать и по новой в 8 утра побежала на работу. То есть физически было тяжело, но сейчас я это вспоминаю как очень приятное время. Оно было, знаешь, вот это время как раз, когда я делала это, я точно знала, для чего я это делаю, я получила сейчас это. Я сейчас вспоминаю еще и сложности. Мне казалось, вот эта идея сделать специальные фотографии немножечко, сейчас подберу слово, знаешь, такой нечестной. Мне казалось, ну как, это ж не честные фотографии. И вот эта вот идея, нужно было переломить у себя какой-то свой маленький, вот знаешь, закорючку в голове, что это не важно. Это не важно, каким путем. Важно результат. То есть это даже не ложь, это... Ну, можно было эту фотографию сделать в реальной ситуации, просто нужно для этого 10 раз прийти на пикник, чтобы сделать фотографию на природе. А так вроде как одну сделаешь, и вроде уже сразу... хорошие. А вот и ты честные. Знаешь, да, тут многие девочки говорят, нет, ну, подождите, вот как бы она чувырла, типа, по жизни, а фотографию-то вы сделали прекрасную, и вот вы выставляете прекрасную фотографию, вы ее там нафотошопили, облизали, да, а она как была чувырла, так и осталась чувырлой. Задача-то как раз трансформировать себя, задача изменить себя, и через вот те многочисленные фотосессии, которые мы делаем, мы научаем себя по-другому ощущать, по-другому двигаться свое тело, по-другому улыбаться, сиять и светиться изнутри. То есть на самом деле эти фотографии, они запускают вот этот самый трансформационный процесс. И как я всегда говорю, что вот в итоге на фотографии это и есть она. То есть это никакая не чувырла. Моя задача ее девочке помочь трансформироваться и стать другой, и вот она другая на фотографии. Твои напутствия девушкам и девочкам. Что бы ты могла так вот суммарно сказать, и вот там первое, второе, третье? Девчонки, дерзайте, работайте. Это просто, настолько просто, когда оглядываешься назад, что кажется, почему в школе этого не преподают. Это, ну, элементарно. Сначала сделай себя,
какое-то правильные книги, правильные ценности, правильные жизненные позиции, честность, доброта, тепло. Ну, я ничего не говорю там про сексуальность, это вот там есть, нет, но все-таки вот на первом месте вот это вот тепло, доброта, энергия и вперед. Мужчины есть, их очень много, их миллиарды, и среди них, ну, как минимум 20 идеально вам подходит, 20. То есть цифра нереальна, вот только 1 к 1 идеально только для вас. Вот каждого из этого 20 найти сложно, но можно. Это интернет, я считаю, что сейчас ну, просто идеальная помощь. Это настолько фильтрует, помогает ему найти. Вот он же ходит, и он ищет именно ее, именно тебя. Он, бедный, несчастный, понимает, что у него у самого их примерно 20 идеальных. И мечтает, он уже с этой целью мечтает найти его самую настоящую половинку. Просто помоги ему. Чуть-чуть в правильном направлении пойди, сделай шаг, выйди на сайт, сделай фильтр настолько узеньким, чтобы вот он прямо шел, оп, и дальше уже никуда не денется, дальше уже судьба, вселенная сделают все за вас. Немножечко поработать самой, сделать именно шаг вперед. Сидя на месте, я считаю, что бывают вот эти вот случаи, когда повезло, то есть она вроде там никакая, рассказывают, и кто-то вот ее где-то там нашел. Так бывает. Но вероятность настолько мала, это настолько уже устарело, что ли, что я считаю, что в этом мире нужно самой тоже двигаться. То есть, и как Юля мне тогда говорила, ничего страшного нету. Пишите сами первые. Какая разница, как вы встретились. Потом вы все это забудете 1000 раз, 1000 раз поблагодарите друг друга, что вы сделали этот шаг первыми. Неважно как, важно найти. Найти и быть счастливыми. Это вот, ну, правда, единственная цель, ту, которую Юля перед собой ставит, ту, которую я сейчас поддерживаю безумно. Очень буду рада, если действительно кто-то вдохновится, поверит, что это возможно, пойдет вперед и скажет потом через год: девчонки, это просто, вперед, дерзайте, и следующий будет помогать и давать напутствие. Лен, спасибо тебе огромное за это такой теплый, душевный, даже в чем-то вот такой вот озорной. За возможность делиться, это правда, знаешь, в душе мне так хочется делиться, мне так хочется вот девчонок вдохновить, что это правда, вот кричать хочется, это правда. Не знаю, я не представляю, как ты нам это объясняла, но ты это делаешь идеально. Обязательно должна продолжать. Спасибо, Леночка. Смотрите на Ленин опыт, да, на то, как вот она позволила, да, вот ухаживать, и мужчина раскрылся и увидел, и даже у мужчины были свои какие-то совершенно установки в голове. И здесь ты большая молодец и умница, потому что, да, мы там, может быть, несколько раз там встретились когда-то там на консультациях, но это ты большая молодец и умница, потому что ты была рядом с этим мужчиной, ты жила вместе с этим мужчиной, ты переехала с этим мужчиной, и вы принимали решения, поэтому... Лен, ну, великий на самом деле, я искренне точно уверена, что если бы ты меня тогда не подтолкнула, не подопнула, не подсказала, наверное, бы я, по крайней мере, на такой качественный уровень мужчины бы не вышла. То есть я уверена, что все равно бы я вышла замуж и нашла бы мужчину, но, наверное, бы я согласилась на более средний уровень, как я сейчас оглядываюсь на некоторых моих там подруг, знакомых, что действительно, когда вот это, знаешь, ощущение безрыбья, 30, на безрыбье там рак рыбы, как там говорят, ну, то есть я бы просто не смогла бы настолько поверить, что возможно найти, можно не соглашаться на среднего, что есть твой самый лучший и... Твой король. Да. Бог. Царь и бог. Не нужно соглашаться на среднего, что нету, даже вот в моей ситуации сложных каких-то финансовых стеснений, не нужно мне среднего, то есть только лучший, только достойный, конечно, только успешный. Жизнь. Лен, я тебе вот прям аплодирую, стою. Молодец и умничка. Леночка, спасибо тебе огромное, солнышко, за твое время.